Итак, начинаем рисование портрета Джонни Деппа. Сейчас мы построим эскиз. Вот как видите на фотографии слева я показываю, что расстояние между глазами равно примерно расстоянию, то есть длине самого глаза. Такое очень часто встречается, и в нашем случае сейчас то же самое. Вот обычно я сразу начинаю с такой горизонтальной линии. Она может иметь какой-то наклон. Вот этот момент нужно сразу, потому что с построения глаз у нас будет строиться все остальное лицо. Относительно этих двух объектов мы будем измерения проводить, и будет строиться все остальное лицо. Вот особенно первый, вот этот левый глаз, это будет наша основная единица измерения. Мы будем все время отталкиваться от размера этого глаза. По мере того, когда будет достраиваться, если можно так выразиться, все лицо, у нас будут появляться еще какие-то места, которые мы можем использовать для измерения. Сейчас нам надо просто нарисовать глаз более-менее хорошо. Обратите внимание на углы глаза, то есть слизной канал и ответная часть, они немножечко не совпадают. Слизной канал, как обычно, пониже находится. Нам нужно узнать расстояние до следующего глаза. Померим на фотографии это расстояние, сравним его с расстоянием нашего нарисованного глаза, и оно полностью совпадает. Проверим. Да, то есть вот эта прямая разделена на 3 одинаковых отрезка. Классическое построение глаз. В нашем случае то же самое. Нам нужно нарисовать разрез глаза, века и еще некоторые детали. Можно рисовать, можно не рисовать, а если нарисуем, то будет легче ориентироваться в будущем. Рисуем второй глаз. Все это происходит относительно той горизонтальной оси, которую я сразу нарисовал. Вот в этой оси будут расположены наши глаза, и соответственно наклон лица тоже получится относительно этой оси. Поэтому постарайтесь делать все более-менее точно. Второй глаз у нас практически нарисован. Сейчас нам нужно уже приступать к носу. Надо найти его координаты, найти ширину, найти высоту носа. Это очень просто делается. Проводим такую вертикальную прямую слева и справа. Когда говорю вертикальную прямую или горизонтальную прямую, я имею в виду ориентир как край листа. Вот в моем случае сейчас получилась длина носа, вот от того места, где я мерил, она равна примерно 1,5 нашим эталонным глазам, то есть глазу, от которого мы все меряем.
Наметили крылья носа, то есть высоту крыльев носа. Здесь видите основание носа, как бы центр, мы немножечко наблюдаем его сбоку, поэтому вот эта ось, она у нас тоже немножко смещена, вертикальная. Как ее найти? Просто поднесите карандаш к фотографии и точно так же поднесите у себя на портрете, и вы увидите середину основания носа. Такие вот вещи возле каких-то объектов, их всегда несложно нарисовать, потому что у нас есть куда подглянуть, у нас есть вот эти все расстояния, сравниваем их и рисуем. Ничего страшного не произойдет. Ну вот сейчас я измерил расстояние от кончика носа до низа губы. И посередине проходит у нас точка, где край верхней губы. А уголки рта и ширину рта очень просто измерить. Вот показано, как на фотографии, как я это делаю. Вот так я нашел высоту уголков рта. Слева и справа одинаково. Я повторюсь, у нас линия, на которой расположены глаза, не совсем горизонтальная, если посмотреть на фотографию. И когда мы проводим измерения от уже правильно нарисованных глаз, у нас все лицо рисуется уже с этим небольшим углом. Координаты рта я нашел. Теперь можно просто нарисовать губы. Вот верхнюю губу я просто по глазомеру определил, что она равна примерно 1/4 общего расстояния от верха до низа губы. Теперь начинаем рисовать контуры лица. Вы видели, как я нашел точки. Я ставлю ориентиры. Потом буду все эти опорные точки соединять между собой. Можно измерить. Все, у нас везде найдены координаты, осталось просто соединить эти точки между собой. Вот тут нужно просто соблюдать параллельность. Обратите внимание, как прямые проходят на фотографии. И точно так же под таким же углом, также параллельно рисуйте линии у себя на портрете. А вот углы, где у нас пересекаются линии скул внизу, точнее линии челюсти внизу, примерно на расстоянии, на высоте рта, если можно так сказать, там где у нас проходит линия рта, вот примерно там. Вам потом останется только закруглить эти углы. Проводите измерения относительно каких-то уже готовых нарисованных объектов. Вот, например, край, где растут усы, мы нашли просто проведя вертикальную прямую. И с правой стороны то же самое. Где эта вертикальная проходит на фотографии, также она и должна проходить у вас на портрете.
Подтачиваем то, что мы нарисовали. Поправляем и устраняем недочеты. Теперь рисуем бровь. Вот видите, как на фотографии я нашел это расстояние. Практически такое же расстояние, как у зрачка. А здесь просто параллельная линия. Как на фотографии, так и у вас. То же самое с другой стороны. У нас уже очень много ориентиров. То есть у нас есть глаза, нос, рот. У нас есть контур лица. Теперь нужно между ними дорисовать все остальные моменты, где проходят границы теней и полутеней, какие-то складки, морщинки. Все это несложно нарисовать, когда есть такие ориентиры. Порисуем их. Можно посмотреть на фотографии, как вообще вычисляются все эти расстояния. Все относительно уже нарисованных с измерениями объектов. Видите, это совсем не сложно. Вот, например, вот здесь у нас полутень похожа на какой-то лук, немножечко неправильной формы. Мы тоже так же делаем себя на портрете. Рисунок кажется немножечко уже, чем фотография, потому что камера стоит сбоку, и кажется, что картинка у нас поуже. На самом деле, когда портрет будет закончен, вы увидите, что все на самом деле очень точно совпадает.
Иногда наш эскиз может казаться немножечко не похожим на фотографию, но верьте своим измерениям, которые вы проводили. Они всегда очень точные. И, возможно, когда вы дорисуете остальные объекты, те, которых еще не хватает, возможно, они внесут ясности, и все сразу станет похоже. Здесь я фотографии уже убрал с нашего экрана, потому что по ширине шляпы у нас два таких Джонни Деппа здесь просто не поместится. Поэтому от одного пришлось избавиться. Рисую я ее точно так же, с теми же методами измерения. Померил что-нибудь, оказалось, что с чем-то совпадает. Ставим метку и рисуем. На протяжении всего процесса рисования все время следите за формами, которые у вас получаются. И сравнивайте их с фотографиями. Это будет вас постоянно ориентировать и держать в определенных рамках, чтобы вы не уходили за какие-то пределы.
Ну вот, наш эскиз практически подходит к завершению. Осталось провести какие-то исправления, устранить недочеты, что-то подчеркнуть, что-то спрятать, чтобы оно нас не дезориентировало. И все, и эскиз готов к раскрашиванию.